Всем привет! Мы продолжаем делать нашу автоматизацию. И сейчас приступаем к очередному новому классу виджеты. То есть к тестам на вкладке Widgets. Начнем с Accordion. Кто на моем канале впервые, рекомендую посмотреть видео пролог, которое является первым видео из цикла курса повествования. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Так как обычно, нам нужно для начала сделать наши необходимые файлы, где будут храниться необходимые нам данные. То есть у нас будет widget locators, widgets page и widgets test. Начнем заполнять по порядку. В первую очередь у нас будет класс. И первый класс, который мы будем в этом уроке разбирать, это будет как раз таки класс тест Accordion Page. Здесь у нас будет одна проверка, она будет все просто проверять наш Accordion Page. Accordion будет драйвер. Здесь берем ссылочку. Open. Далее создаем класс в widget pages. Сразу его импортируем. Так, locators. И здесь также класс locators. С чего начать? Мы, наверное, начнем с локаторов, чтобы нам было с чем работать. У нас там три секции. Раз, два, три. У нас есть section heading, который имеет свой уникальный заголовок, и текст. Я буду брать... Нам нужны из локаторов, нам нужен заголовок, соответственно, и локатор каждого текста. Section, у нас section first и section for content. Content first. То же самое будет для двух других, поэтому мы так. Поэтому мы вот это все дело сразу скопирую, но заменю на... Вот далее у нас by только нам by нужно импортировать. Все импортировали. И далее смотрим, что у нас значит. Первый header у нас section heading. Section 1 heading, то есть у нас единичка такая. Это у нас div, и это его ID-шник. Так, сразу здесь пишем div, квадратные скобочки. Сейчас мы убедимся. Heading 2, heading 3, окей. Тогда мы таким образом поступим. Просто здесь я заменю. Тут нам с локатором повезло. Часто бывает не очень весело с ними, особенно если нет возможности повлиять на разработчиков, чтобы они, например, сделали какие-нибудь уникальные локаторы для автоматизации. Вот у нас div section content.
один. Ну, понятно, один. Так, но у нас там текст находится у нас в параграфе. Вот поэтому мы будем еще добавлять к локатору тег p. А так, в принципе, они у нас одинаковые. Единственное, что, конечно, мы поменяем номера секций. Ну вот, в принципе, все. У нас вся локаторы готовы. Теперь можно уже переходить непосредственно к самому тестированию. Нам нужно получить текст из секции и получить title. Попробуем сделать следующим образом. Используем словарик, чтобы немножко сделать тест покомпактнее. Accordion num. Это будет номер, ну, порядковой нашей секции и так далее. Мы сделаем словарь, который нам позволит обращаться к элементам вот мы сделаем, если first, у нас, значит, получается, у нас должен быть заголовок, у нас должен быть title. Title у нас будет какой? Если у нас first, то у нас будет self. Будет self, locators, first, section first. Давайте так сделаем. Так. Так. А здесь у нас должен быть content. И это будет self locators first content. Так. Так. Далее, значит, далее у нас, если second у нас будет, давайте сразу вот так вот мы скопируем и даже вот так вот все скопируем, вот так вот. Это будет у нас third, это значит у нас second, тут тоже second, а тут будет third, и тут будет third. Вот. У нас получается такой вот интересный словарь. Что он нам позволит сделать? Мы просто пишем базовый, ну уже там что нам нужно? Нам нужен title, section title, а для этого нам нужен self element is present. И здесь мы указываем accordion title. Точнее, так вот нет, accordion num title. Так вот. Нам нужно section title click.
Ну ладно, если нам нужно кликнуть, давайте тогда сделаем сразу visible. У нас там подтянется наш go-to элемент. И мы как раз таки на это все дело кликаем. Вот. И также нам нужен section content после этого. Получаем section content. Это будет self element is visible. Self. Нет, дальше нам локатор здесь не нужен. Мы делаем аккордеон. Аккордеон нам. А здесь контент. И ну, можно еще больше сократить. Просто мы сразу сюда пишем текст. Использовать. Так, все, мы здесь получили текст, здесь мы кликнули. Окей, оставили так. А теперь нам нужно вернуть все. Ну давайте, ладно, сейчас мы запустим, посмотрим, что вообще из этого получится. Print section title, print section content. Все получили здесь. Здесь мы пишем accordion page, check accordion. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я не вписал туда аргумент. Сразу будет. Давайте посмотрим, если я first напишу. Так вот. Так, проблемно случилось, что так, ну, во-первых, мы здесь забыли текст написать, а во-вторых, проблема, что я сделаю клик на первом, а мне клик на первом не нужен. Мы сделаем вот так вот. Тут возникает такая ситуация, что у нас, когда открывается тема, ну, открывается страница, у нас уже открыт блок. Мы будем делать вот так вот следующим образом. Try, я сделаю блок try exception. Try exception и except. У нас exception будет исключение, то есть мы не дожидаемся элемента. Timeout exception. Нужно нам его заимпортировать. И если timeout exception произошел, надо попробовать, мы делаем клик тогда и повторно все это дело собираем. Вот так вот давайте сделаем. Я думаю, это будет более верным решением, учитывая, что мы знаем, что за исключение падает в данном случае. Вот так вот все сработало. Мы наблюдаем большое количество сообщений, ну точнее символов разных, как бы нам это все сравнить. Очевидно, что мы будем сравнивать в первую очередь заголовки. Но для того, чтобы нам все это дело сравнивать, мы должны эти данные вернуть. И пусть у нас в таком случае возвращается section title текст в массиве и section content. Тогда в случае проверки мы будем делать такой вот. Ну, давайте сразу отметим first, second, third. Вот, получаем assertion первый. У нас first title. Он должен у нас быть равен вот этому заголовку. И
А мы вот так вот сделаем. То есть мы тексты между собой не будем сравнивать, мы будем сравнивать, что длина этих... Мы будем сравнивать, что длина этих... Ну, количество символов не равно нулю, больше нуля. То есть там есть текст. Но я имею в виду, мы не знаем точно, по какому критерию стоит проверять. Может быть, контент меняется каждый день, условно, на этом сайте. Но нам нужно обязательно понимать, что у нас он заголовок правильный, открывается, и как бы там есть контент, он не пустой. Так, давайте проверим. Так, какая-то проблема. Что у нас не так? Блин, я же не поменял. Опять вот вы меня подловили, наверняка смотрели. Ты забыл поменять, сейчас будет ошибка. Молодцы, вы очень внимательные зрители, поэтому я в вас не сомневаюсь нисколько. Так, ну все сработало. Вот наши новые первые тесты в нашем новом первом классе. Ну, давайте все закоммитим и запушим. Widget тест. Давайте запушим. Только у нас будет новая ветка. Widgets. Окей. Вот, поздравляю с законченным первым тестом. Приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.